Нашего поколения для бинго не хватает только того, что прилетели инопланетяне. На самом деле степень вещей, которые должны произойти, прежде чем тебе по-настоящему как бы будет невыносимо, она гигантская. Ну, то есть я могу написать книжку, как обосраться на каждом шагу своей жизни, и тем не менее как бы есть, питаться и разговаривать с людьми. Будь что будет, зато как бы мы знаем, что мы все вместе. У меня ощущение как бы некоторого единения с приличными людьми. Привет, с вами в студии Радио Аня. И сегодня у нас в гостях Вася Зоркий. Вася, ты музыкант, актер, креативный продюсер разных культурных явлений. Есть тема, которая меня давно очень интересует, как вообще делать хорошие, добрые проекты в эпоху капитализма, когда все сжирают друг друга за бабки в рамках конкуренции и прочего. И есть твой великолепный совершенно кейс с проектом «Сказки на ночь», который был абсолютно некоммерческим. И это очень круто, что как бы можно сделать настолько масштабный, настолько громкий и при этом абсолютно как бы на добрых началах проект, который не подпитывается, то есть подпитывается какими-то финансами для продакшена, но не для того, чтобы расти, а при этом он растет сам по себе, как какой-то цветочек, который поливает вот в солнечный день весенний. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт, почему было решено не коммерциализировать этот проект, и как ты вообще пришел к этому? Это было начало 2020-го, на который сейчас уже, конечно, смотришь и думаешь, что... Какое классное время. И когда я занимался ивентами в это время довольно много, и у меня, собственно, был такой классный период, когда я подумал, что 2020 будет, много заработаем, все начало расти. И на следующий день как бы этот рынок умер. А он умер первым, он умер задолго до всех, потому что первое, от чего люди отказались, это от праздников. И как бы я посмотрел на свой календарь праздников на год. Он насчитывал один праздник, мой день рождения, в который еще надо было вложиться. Это не то, что ты зарабатываешь. Но как бы стало понятно, что ничего не будет. Я посмотрел на свои счета, посчитал свои долги. Они во много раз превысили мои возможности. И как бы впал в некоторое уныние. И я подумал, что окей, я ничего не могу с этим сделать. Я позвонил части своих кредиторов и сказал, что, ребят, очень люблю, но нет. И я стал думать о том... Вообще, это была смешная история, потому что у меня было похмелье. Я лежал в ванной и думал, что настоящие герои этого времени, это, конечно, курьеры были. Что необходимо немедленно снять супергеройский блокбастер с курьерами. И я потратил 8 часов на монтаж трейлера несуществующего фильма про курьеров, в главной роли которого была актриса Кая Скоделарио. Это такая мечта подростков из сериала «Скинс» была. И артист Александр Кузнецов, который сейчас в Голливуде снимается. Отличная пара. Да, я смонтировал длинный трейлер, очень долго там вмонтировал Сашины фотки, куда-то еще что-то, выложил в Инстаграм. И моя сестра, которая занимается кино, она говорит, такое время, сейчас все сидят дома, может, ты правда попробуешь предложить киношникам снять этот фильм, найди Каю Скоделарио. И, значит, 2 дня я потратил на то, чтобы найти Каю Скоделарио, там через 18 человек. В итоге Мурат Осман есть такой... Блогер. Он продюсер кино, на самом деле, но при этом блогер, да, это Follow Me. Оказалось, что у него есть в контактах Кая Скоделарио, он ей написал, она сказала, да, с радостью, но сейчас как бы у меня занят график, и вот мы пока не знаем, что будет. И я подумал, вау, так можно, а что мы еще можем делать? И потом я подумал, что хочется сейчас, и что хочется какое-то спокойствие. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь нежный голос мне вечером читал сказки, и это ощущение, вот когда ты в Новый год уже ложишься спать, а твои родители где-то еще на кухне тусуются, и ты как бы под это засыпаешь. Я обзвонил просто всех знакомых артистов и сказал, что давайте сделаем такой проект. И ни один, в общем, не отказался. И, собственно, со следующего дня мы его запустили. И дальше просто по 20 часов в день там мы все сидели в Инстаграме, и по 7 актеров в день выходили в эфир, читали эти сказки. Это стало очень быстро расти. И это для меня какое-то было абсолютно... просто спасение, в смысле спокойствия, потому что, ты понимаешь, что денег нет, но вот есть что-то, что точно растет и что точно хорошее. А как вот в ситуации, когда нет денег, не промелькнула шальная мысль о том, как бы это монетизировать? Не написать брендом, например, рано чтобы... было. Марк Цукерберг научил нас, что монетизировать надо что-то, что уже можно монетизировать. И следующее, дальше круто, потому что когда у тебя есть такой проект, мы обсуждаем сейчас блог со 120 тысячами подписчиков. То есть, ничего. В него даже рекламу толком не продашь по-настоящему. Хотя аудитория идеальная.
Это мамы от 20 до 45 в основном, с молодыми маленькими детьми. То есть это все детские товары, 100% рынок, ну, то есть как бы все понятно. Но когда у тебя есть идея, которую можно очень по-разному крутить, это по-настоящему офигенное чувство, что ты понимаешь, что ты можешь делать так. Вот, пожалуйста, для слабослышащих сказки на жестовом языке. Вот исследования с библиотеками про неожиданные редкие сказки. Вот вам на английском, на немецком, на французском. Ну, целая платформа, может быть, да. Да, это как бы ты видишь сразу очень длинный потенциал. Потом я стал думать, когда мне грустно, я смотрю обычно голос какой-нибудь страны, не российский, там украинский или французский или американский. Там есть очень принципиальное отличие, когда во всем мире поворачиваются судьи, у них написано на дорожке «Выбери меня» у судей, у нас написано «Я выбираю тебя». И это очень разный подход к гуманизму. Ну и к человеку, да, это вообще все про разное. И мне стало дико интересно, что происходит с чуваками, на которых поворачивались все судьи в первый раз, а потом они не прошли. А их миллион там в каждой этой программе, и я стал просто им писать, узнавать, как у них дела. Выяснилось, что у них никак не дела, они ничего, в общем, не делают, и они стали все записывать нам колыбельные. И у нас появились колыбельные там из Южной Африки, из Англии, из Швеции, девочка-полуфиналистка «Голоса» записала. Это как бы когда ты видишь, как маленькая штука на самом деле может развиваться на много-много лет вперед, это очень крутое ощущение. Мы написали стратегию развития там, в детское телевидение, в котором будет много разных передач, и там был какой-то план, но я в какой-то момент просто, честно говоря, понял, что я не готов этим заниматься всю жизнь, и мы на время перестали им заниматься, но это позволило мне там, поменять свою жизнь и войти в кино. Что я хочу сказать, что идея должна быть такая. Я учился в архитектурном институте, и нас там учили, что все время должно быть движение от общего к частному. То есть раньше как было? Раньше задача была продать. Вот у меня есть там стакан, я его сделал, я вам его продаю. Сейчас система взаимоотношений, она совершенно по-другому работает. Это круговая система. Я вам продаю стакан, а потом вы приходите ко мне обслуживать этот стакан, а потом я вам продаю еще напиток, который туда наливается. Это как бы твои отношения с любым продуктом, они должны быть очень длинными. Ты пришел один раз, потом ты пришел второй раз, там потом появилось что-то для тебя третье, а еще что-то полезное. И в целом, мне кажется, что все проекты, о которых мы задумываем сейчас, они должны иметь этот потенциал к бесконечному развитию. Идеальный пример iPhone. Концепция обновления и идеи, когда мы говорим про детские сказки, про расширение и объединение народов, это звучит безумно умилительно. Когда мы говорим об этом в рамках того же Apple, это звучит так, как будто оно ставит меня... в буддизме это позиция человека страдающего, вульгарного, который никогда в жизни 100%. Не выйдет на какую-то, на другую ступень, скажем так. У меня нет никакого оценки этому. Есть вещи, которые просто происходят. Вот мир изменился. Он изменился кардинально. Нам потребуется лет 30, чтобы понять, что на самом деле изменилось. Мы пока, я думаю, что не в состоянии увидеть это. Там, например, для меня в какой-то момент стало открытием очень простая мысль, что вот раньше как бы было все немножко вертикальное. Был архитектор, был дизайнер, был художник, были группы, музыканты. И все как бы смотрели, это музыкант, я хочу вокруг него консолидироваться. Сейчас как бы мы пришли к абсолютно горизонтальному миру, где для любой вещи нужно много людей. И как будто в этом отчасти есть что-то природное. То есть природа всегда стремится к этому, к тому, чтобы усиливать связи, бесконечно превращаясь в одно полотно. Но концепция как бы человека как мыслящей единицы и как неповторимого, единственного и бесценного, она в этом смысле исчезает. Мы абсолютно не уникальны. Я очень люблю, у нас на даче есть тропинка от дома к реке через лес, и там очень много муравейников. И вот за муравейниками очень классно наблюдать, потому что, мне кажется, это какая-то такая идеальная система, в которой все абсолютно заменяемы. Мы выращены, я думаю, что мы плюс-минус все в одном поколении находимся, в век человекоцентризма. Человек — это великое что-то абсолютно. Да, мы идем к некоторой системе. Вопрос в том, который, я не могу им не задаваться. А зачем, Зачем мы туда идем? Что эта система вообще несет? Мне кажется, что
в какой-то момент после своего взросления ты начинаешь смотреть на это, и тебе раньше... Ну, это как в 16 лет тебе кажется, что надо сходить на все вечеринки в городе, и каждая из них офигенная по-разному. Сейчас я прихожу на вечеринку и думаю, блин, это просто коробка, и там играет музыка, и это люди, которым здесь не весело. У меня была отличная история, когда я делал день рождения одному очень богатому чуваку, ему было 16 лет. И так получилось, что они забыли забронировать весь ресторан и забронировали только часть. И, значит, была вечеринка очень богатых чуваков наполовину ресторана, а наполовине была какая-то вечеринка менеджеров Евросети, которые копили весь год деньги и как бы пришли их сливать. И с одной стороны, как бы все в этих там Дольче Габбана выпустил такую коллекцию, я помню, с какими-то там, ну, как очень красиво, цветастые, значит, все в этих Маноло Бланик, в каких-то туфлях, все фоткают друг друга, и дико скучно. А с другой стороны, у чуваков по-настоящему вечеринка, потому что они заработали, они пришли все здесь оставить, вообще все на полгода вперед. Короче, я думаю, что просто взросление, часть его, это когда ты начинаешь принимать для себя, что, ну, как бы у тебя есть выбор, как тебе жить. И огромное количество моих друзей сейчас как бы начали заниматься чем-то, что, например, требует ручного труда. Давайте полепим из глины немножко, давайте порисуем. И я просто вижу, что огромное количество моих друзей разных и приятелей, они там собираются в какие-то группы и покупают себе дачные участки вместе, и это самое важное, оказывается. И мы в этом смысле повторяем просто совершенно по-другому паттерны родителей, потому что нам важно это просто какой-то собираться вместе маленькими группами. То есть человек не может, генетически не может общаться с больше, чем с каким-то количеством людей. То есть есть какие-то паттерны поведенческие. У тебя может быть, не знаю, 5 ближайших друзей. Там, ты можешь общаться с 30-40 людьми. Ты можешь реально наблюдать 100, там, 150 человек. Я наблюдаю сильно больше, и мне от этого уже очень утомительно. То есть я в день общаюсь с 30-40 людьми. Сколько времени хватает? Так, никак. Читайте об этом в моей новой книжке, никак. Но это просто, на самом деле, создает у тебя, конечно, бесконечную эту паническую ситуацию. Что с этим делать? Ну, как бы мир не спрашивает, куда развиваться, он просто развивается. Наша задача в какой-то момент просто выбирать так, как нам хочется развиваться. Я очень думаю об этом, на самом деле, вот тоже последние дни, как бы в силу событий, что, ну вот, окей, сейчас, как бы, если начнется дефицит, не будет наших любимых, там, раньше это пармезана хорошего не было, а сейчас его совсем не будет, ну, от слова вообще. Не будет клёвого вина, не будет, там, всего прочего. И, по сути, как бы будет та же самая ограниченная жизнь, но в ней же наверняка что-то другое есть, какое-то более чистое, классное, как бы эмоции станут более откровенными, да, любить мы будем. Ну, это звучит кощунственно, но вот последние 3 дня у меня наступило, на самом деле, какое-то облегчение от... С одной стороны, ну, ты до какого-то момента боишься, а потом ты думаешь, окей, давай либо бояться, либо не перестанем уже. На самом деле степень вещей, которые должны произойти, прежде чем тебе по-настоящему как бы будет невыносимо, она гигантская. Ну, уволят с работы, уже придумаем. почти нет работы. Ну, да, но будет какая-то другая работа. Может быть, мы будем жить в какой-то другой стране. Социальные связи становятся самыми важными. То есть это единственное, что на самом деле как бы в них было полезного все это время, все, для чего мы это делали, оказывается сейчас единственно важным, потому что когда все рухнет, ну, мы будем, значит, подкармливать друг друга, с голоду, так наверное, не помрем. Потом займемся собирательством, вернемся к обществу охоты и рыбалки. Пока у нас есть социальный капитал, потеря остальных капиталов не так страшна, ну, мне кажется. Да. Все-таки я кину лопатку говна в капитализм, когда ты живешь вот в этом вот капитализме вечно, в котором смысл твоей жизни заключается в том, что тебе постоянно чего-то не хватает для того, чтобы стать каким-то счастливым и так далее. Красивым и так далее, успешным. То вдруг, во-первых, взросление происходит. Для меня вообще, мне кажется, это один из самых больших этапов взросления, это когда ты берешь ответственность за свою жизнь. Потому что, чтобы сделать выбор, ты должен знать, что у тебя он есть. Ты так или иначе его как бы совершаешь. Ты начинаешь это оценивать. А во-вторых, ты понимаешь, что смысл, ну, образуется для тебя в других вещах, там, я не знаю, в любви, в дружбе, и она выходит на первое, ну, как бы на какое-то первичные места, и это очень здорово. У Виктора Франкла, который сейчас часто, на самом деле, вспоминают почему-то, по крайней мере, в моих социальных сетях, это психолог, который пережил концлагерь
во время Второй мировой войны. И он, я помню прекрасный момент в его книге, когда он ездил читать лекции по всему миру, уже после этого, будучи успешным психологом, который создал концепцию экзистенциального роста, ну, то есть там преобладание смысла жизни вообще над всем остальным. И он говорит, это удивительно. Я в концлагерях не видел такого отсутствия смысла жизни, как в американских университетах. И в какой-то момент он спросил у студентов о том, как вы думаете, что самое страшное в вашей жизни. И 75% людей ответили «смерть моя». Ну, то есть и Франкл говорит о том, что это удивительно, в какой момент твоя смерть становится самым страшным в жизни. То есть когда мы выживали, мы думали о ком-то другом, мы думали о своей семье, ради которой мы пытаемся выжить, о своих друзьях, о своем проекте, который делает мир лучше. И мне кажется, что вот сейчас путем очень кровавой цены, которую мы платим за свое взросление, мы сталкиваемся с тем, что вдруг мы понимаем, что есть что-то большее, крутое и важное, и это придает нашей жизни смысл. Мне не кажется, что только в капиталистическом обществе хочется быть успешным, и есть культ как бы быть красивым и успешным. Оно как бы всегда было у социальных животных. Это какой-то... Но я понимаю, я понимаю как бы войну с капитализмом, я в целом близок. Не, мы не воюем с ним, просто хочется понять, вот как бы есть вот эта капиталистическая матрица мышления, что как бы, ну вот у меня сейчас первая мысль, типа, пиздец, у меня сейчас не будет денег. И как бы, ну, в принципе, можно же, наверное, как-то без денег жить. Есть недвижимость, которая... Ну, у тебя есть квартира? Бы... Ну, она там технически не моя, она принадлежит моей семье, технически я могу в ней жить, как бы не платя. А сдавать ее вы можете? Могу сдавать. Ну, тогда ты можешь сдавать квартиру, жить в Грузии в большой квартире, еще тебе жить. Курс Ларри 37, к сожалению. Ну, хорошо, можно поехать в Армению, там не так пока модно, можно делать вот так вот, что есть. Я бы немного успокоился. Я спокойно, как бы, да. Я не тебе, а вообще говорю, что мне кажется, что немножко надо посмотреть просто. Мне кажется, что мы еще живем головой, то есть отчасти мы живем в суперсовременном мире. С другой стороны, у нас очень сильные вот эти паттерны поведенческие, они из прошлого мира. То есть дом, если уезжать, то уезжать это значит навсегда. А как это? Ну, на самом деле, это как бы просто перемещение твоего тела в пространстве. Ты можешь уехать на 3 месяца в Грузию, посмотреть, что будет, потом понять, надо ли тебе возвращаться, не надо, потом думать о том. Ну, то есть это... Когда это переходит в какую-то систему решений, я всегда готов поучаствовать. Что мне кажется еще про студентов, это классная мысль. Я вот смотрел как раз недавно на Netflix был фильм про чувака, который липовый делал документы для богатых американцев для поступления в Оксфорд, в Гарвард и в Йель. При том, что на самом деле как бы ни Оксфорд, ни Йель, ни Гарвард тебе ничего в жизни не гарантируют вообще. Это, то есть просто это хорошее образование, но это совершенно не значит, что ты оттуда выходишь, и ты автоматически становишься успешным, да, что тебя не отчислят после первого курса, ну, то есть очень много вещей. Но это в целом, мне кажется, что у подростков вообще, у них в силу отсутствия как бы жизненного опыта своего, очень драматические представления вообще обо всем. То есть это когда мы там ездим в лагерь, для них все это трагедия. Там люди учатся по 20 часов, и если у них что-то не получается, это все, конец, жизнь закончена, и можно пойти. В этот момент просто мы как бы чуть старше должны к ним приходить и говорить... Ну, то есть я могу написать книжку, как обосраться на каждом шагу своей жизни, и тем не менее, как бы есть, питаться и разговаривать с людьми еще. Ну, я реально как бы много раз обсирался по-настоящему. Там, у меня закончилась часть мероприятий после того, как я назвал министра образования Московской области в эфире не Калиной, а Малиной. Ну, то есть у меня было много разных срачей с людьми, там. Меня обещали поликовать к трубе разные бандиты, найти, уничтожить. Ну, много разного бывало, но это составляет твой богатый жизненный опыт. И вот мой опыт жизненный говорит о том, что от места, где тебе кажется, что все пиздец, и сейчас все наебнулось, до момента, когда реально все пиздец, как наебнулось, много лет. Мы сейчас как бы сокращаем эту дистанцию, но... Паниковать бессмысленно. Понятно, что будет как-то по-другому, но такая тема интереснее. Мы уже посмотрели, как было. Мы уже все позарабатывали на хорошие рестораны, попили матчо. Ну... И на этом все закончилось, что самое обидное. Как бы сколько матчей мы выпили, блядь, ну можно было уже остановиться в какой-то момент и что-то другое начать делать. Нет, супер обидно. Там, например, мой друг, продюсер кино, он говорит про то, что киноиндустрия — это самая медленная индустрия из творческих, потому что там как бы гэп производства, он занимает несколько лет.
И обычно в России происходит так, что начинается какой-то хороший период, начинаются тучные годы, все начинают тусоваться, тратить деньги, все снимать рекламу, все богатеют. Киноиндустрия как бы в этот момент спит. Когда она начинает медленно просыпаться, и все начинают говорить: о, сейчас рассвет, и как бы начинается сразу какой-то пиздец. Ну, то есть так всегда. Это 2008, это 2012, 2014, 2018, 2022, ну, то есть регулярно. И вот сейчас, конечно, абсолютно только как бы полгода назад все говорили: о, пришли платформы, началась международная копродукция, сейчас русские артисты начнут сниматься везде. Все уже как бы пакуют сценарии для Netflix, все уже в голове снимают в Америке новое кино, и, блядь, все. Это, конечно, такой интересный опыт, но... Будем ставить театр. Ты и до психотерапевта легко проходил все эти ошибки? Нет, конечно. Нет, моя жизнь в целом, она была всегда так устроена, что у нее были циклы по 2 года примерно, где я начинал какую-то новую работу. Ну, то есть я работал журналистом, потом я работал организатором церемоний, потом я работал организатором мероприятий, потом я стал креативным директором агентства, потом я работал на «Стрелке» и делал почему-то летнюю программу, потом я неожиданно работал в Министерстве образования, потом я опять работал журналистом, потом я делал музыкальные фестивали, потом я делал свадьбы 2 года и получал премию «Лучшая свадьба года» на, блядь, моей любимой премии, просто космической красоты. И в каждой из этих сфер я в какой-то момент обсирался по-настоящему, потому что мне становилось либо скучно, потому что я понимал, что мне это не нравится, потому что у меня так устроен организм, потому что у меня как раз очень сильно развит экзистенциальный кризис по смерти, и это вообще моя главная, основная тема, с которой как бы я только недавно понял, что она у меня есть, что как бы страх несуществования — это то, что надо мной доминирует, поэтому я себе закладываю во все проекты часовую бомбу, чтобы прожить много раз одну и ту же жизнь. Ну, потому что очень страшно прожить, на самом деле, одну жизнь и сказать: я музыкант. И все. И все. Как бы и ты дальше всю жизнь, вот как Red Hot Chili Peppers, 40 лет херачишь одни и те же альбомы с одними и теми же песнями, и все счастливы. Они выпустили новые. Да, и там все то же самое. Я поняла, в чем разница, да. Но в этот момент, как бы, если у тебя есть проблемы с принятием смерти как факта, то ты начинаешь все время перепридумывать себя заново, и это позволяет тебе на самом деле запускать новое бесконечно и каждый раз приходить к этому, но на самом деле не позволяет тебе никуда двигаться. Как интересно. И это, да, это очень страшно на самом деле. Ну, то есть у меня в итоге как бы... Мне 37 лет, у меня нет детей, например. Ровно потому, что я все время думал, что вот сейчас как бы мы сделаем заново новый скачок, а потом поедем. Ну, в какой-то момент ты там понимаешь, что, нет, все-таки там конец, и давайте-ка на него посмотрим. И вот этот момент, когда ты начинаешь как бы поворачиваться, я вообще думаю, что это для очень многих людей, на самом деле, некоторые проблемы, про которые очень мало кто говорит. Но мы же живем в суперинфантильном обществе, которое как бы все время отодвигает этот вопрос от себя всеми возможными способами. Это отдельная еще мысль, про которую мне очень нравится думать, что как бы в пострелигиозном обществе, когда религия потеряла доминирующее значение, а религия, как бы к ней не относиться, но она отвечала на вопрос, типа, вечной жизни, что будет дальше. И снимала с тебя эту ответственность, и ты как бы понимал: окей, ну там что-то еще есть, ну, значит, и дальше ты вне зависимости тебе еще говорят, этого, что делать для того, чтобы все было окей, отвечено, вообще все приятно. И ты можешь как бы идти, не идти, но там что-то есть, и ад тоже, блин, а может быть нормально в аду, ну, фиг его знает. Нормальные ребята там будут хотя бы. Какие-то пацаны там, свои все со двора, уёбки все твои. Но когда это время закончилось, как бы перед человеком действительно возник этот вопрос бесконечный и страшный, на который никто никак не ответил. И философия, на самом деле, не нашла ответ на этот вопрос, и психотерапия не нашла ответ на этот вопрос. То есть даже Елом в экзистенциальной психотерапии, ну, как бы, вот я прочитал, и не могу сказать, что мне стало как-то мега легко. И дальше общество стало инстинктивно очень инфантилизироваться. То есть, например, почему комиксы бесконечные, почему детские фильмы, почему мы не взрослеем. Как говорит мой гуру последних дней, Кирилл Георгиевич Иванов, человек с космической, точной позицией по всем вопросам, аккуратной. Мы никогда не станем старше, нам самим от этого страшно. Ну, то есть мы реально не похожи на поколение своих родителей в нашем возрасте. Мне 37, и мне все еще кажется, что ну, то есть, когда ты знакомишься в баре с девушкой, она говорит: ты такой хороший, но ты что-то уже такой старый. Ты думаешь: блядь, все-таки ты такой старый уже. И что дальше?
Дальше вы встречаетесь. Ну, что дальше? У меня есть ощущение глобальность, которое подтверждает все мои размышления последние 3-4 дня о том, что наше поколение находится на стыке, какой-то в трансформационной мясорубке. И, кстати, понятие взрослый тоже связано с этим, что он связан с ответственностью. Но я никак не могу нащупать, где точки опоры. Бог, можно прийти к вере в Бога, это очень спасительно, действительно сильная, хорошая опора, но социально вряд ли как-то сейчас радикально что-то это изменится. Мы берем ответственность за свою жизнь на себя, и для меня это как некоторый критерий взрослого человека. Но при этом не очень понятно, есть человеческая жизнь, а есть что-то больше. Есть ли вообще что-то больше? Или вот эта вот идея систем? Или это какая-то... Давай. Мне кажется, это этика. Будет некая новая система этическая. Общая? Да. И вот как раз мы сейчас на прошлой неделе сделали 2 сессии в VC Foundation с подростками. У них есть программа для молодых взрослых. И это, конечно, фантастический опыт, с ребятами поболтать, потому что в целом, у меня нет никакого окружения такого возраста, а они Всем рекомендую. Просто они все, у кого есть возможность фантастические. Поболтать с подростками, просто делать это бесконечно. Да, их уровень осознанности, их стремление к человечности, мне кажется, что они реально в состоянии создать, видя все факапы предыдущих поколений, видя все вопросы, которые достаточно ребром сейчас мы уже поставили, у них есть возможность опереться на действительно какую-то человечность, искренность и желание жить в классном обществе, чтобы создать новую этическую систему, которая будет не новой старой этикой, которая и одна, и другая всех пиздит, а будет реально классным способом устраивать свою жизнь в обществе. Я очень прям верю в это. Я вышла, я помню, с той записи, и прям такая, да, у них все получится. На что они будут опираться? На наш опыт. У них, слава богу, есть перед глазами весь наш опыт. Мне кажется, это большое преимущество, потому что если для нас это перенасыщение информации стало врагом, мы не умеем с этим справляться. Они смогут распорядиться информационными ресурсами так, чтобы использовать их как инструменты, а не как способы отвлечься, заполнение своих пустот внутренних. То есть мне кажется, что там, если ребята не сломаются по пути, то, мне кажется, у них есть все шансы сделать очень клёвый мир. Наверное, да, и этика может стать опорой, она должна стать опорой, и просто это ощущение себя человеком, оно очень... я могу сказать, что в последние дни у меня... тут есть очень раздвоение личности, потому что есть часть, которая в офигении, а есть часть, которая думает, что я знаю, что я делал 8 лет, и мне не стыдно. И я смотрю на людей вокруг и думаю, это очень хорошие люди. Я счастлив, что последние 10 лет мы все вместе что-то делаем крутое. Я смотрю на своих друзей, которые на «Силу света» делают шоу Билли Айлиш. Ты смотришь на Эндл, чувак, с которым вы бухали в маяке, делает с Граймс проект приложений для сна. То есть все что-то делают. Тактики, офигенная компания, которая снимает классное кино, ролики и реально классные продакшены, и охуенные вечеринки. И мне не стыдно за это, потому что я знаю, что огромное количество моих друзей делали очень хорошие, очень большие и очень крутые проекты. И в этом смысле, конечно, этика является, и мне кажется, я тут с тобой абсолютно согласен, опорой, потому что именно это представление о человеческих ценностях, о толерантности, о бесконечном внутреннем разборе всех конфликтных ситуаций, когда то, что казалось вчера нормальным, сегодня оказывается ненормальным, когда мы это все проговариваем, и даже в отрыве от контекста это позволяет нам делать очень много. На сегодняшний день у меня есть некоторое облегчение, потому что ты понимаешь, что врать уже невозможно себе и во всем, и просто, будь что будет, зато мы знаем, что мы все вместе. У меня ощущение некоторого единения с приличными людьми. Очень приятно. Но это не отменяет совершенно действительно фундаментального вопроса, который можно сформулировать, нахуя мы вообще живем, понимаешь? Я например, говорил с психотерапевтом о том, что меня ужасно угнетает, что человек — это абсолютно биологическое существо, что у меня есть внутренний невероятный протест против того, что ты максимально зависишь от того, как ты ешь, как ты спишь, как ты думаешь. То есть, что ты реально, твоя душа, она не управляет этими процессами. И поэтому много лет я не занимался спортом, не ходил, жрал говно, пил Кока-Колу по 6 литров в день. И я, когда думаю, что за этим стоит, я вдруг обнаружил, что это какой-то, на самом деле, внутренний протест против просто естества своего.
Потому что если признать это, тогда приходится признать, что ты просто как бы биология. Ну, просто какой-то одна из миллиардов биологических хуин на Земле, как и ты пришел, ушел, и ничего это не изменило. Это грустно. Что с этим делать, я не знаю. Если мне кто-нибудь придет и скажет, что с этим делать, я буду очень рад. Мне кажется, все равно, как бы, да, мы биология, мы часть биологии, что очень охуенно, но есть, как бы, человечество единственный вид, кто осознает, что у него есть будущее, и что можно развиваться. И что... Я где-то в какой-то книжке, если что, прочитала. Да, в одной и той же, скорее всего. Я очень давно еще училась в школе, когда читала... Была, значит, какая-то книжка, сборник эссе, типа 100 лучших ученых на планете прямо сейчас, которые написали свои фантазии, свою как бы научную теорию, которую они пока не могут доказать, но они дико в нее верят. И это очень клевая тема. Я, к сожалению, потеряла, как называется эта книжка, с тех пор не могу найти, но я прям мечтаю ее найти, чтобы дочитать все остальные. Но там было одно эссе от астрофизика, который говорит, что моя теория, которую я пока не могу доказать, это то, что мы единственные во всей Вселенной. Нету больше живых существ, нету ни одного разумного существа больше во всей грёбаной галактике. И вот эта мысль, мне кажется, очень накладывает на нас ответственность не пить Кока-Колы 6 литров в день, а реально как бы развиваться, делать клевые вещи и сохранять нашу планету, чтобы потом как-то как бы распространиться и создать что-то великое, масштабное. Потому что если мы единственные, то мы уже как бы, ну, очень великие существа. Нашего поколения для бинго не хватает только того, что прилетели инопланетяне. И мне кажется, в моей маленькой душонке все-таки есть какая-то концептуальная идея, поскольку я очень люблю фантастику, что есть какая-то большая, разумная, единая раса инопланетная, которая, если что, прилетит и всех спасет. И я просто сейчас сижу и представляю, что мы одни, и этот огромный космос над головой. Мои, скорее, надежды, они основаны на том, что мы что-то, блядь, не понимаем, и все вообще по-другому работает. Вот если неожиданно обнаружится, что времени нет, пространства нет, и все как бы представления об этом все полная хуйня, я буду довольно рад. И что можно двигаться вперед, назад, там что-то, когда ты умираешь, ты на самом деле не умираешь. Ну, вот это меня абсолютно устраивает. Я просто недавно почему-то перечитывала часть Библии про Вавилонскую башню, в которой... Я прям представляю, как ты сидишь по вечерам и Майя своей 3-месячной дочери читаешь. Она уже тогда точно понимает миф про Вавилон. Я пыталась ей Бродского читать. Что посмотрим, игру в кальмара или что, Библию почитаем? А что ты миф про Вавилон читала? Что наоборот, как раз, что мы вообще все, когда мы вместе, мы сила. В чем смысл Вавилонской башни? В том, что люди строили, они говорили на одном языке после потопа и решили построить башню до Бога. Нет, или просто самую высокую башню в мире. До небес. Бог это увидел, но он сделал так, чтобы все говорили на разных языках, и люди не могли договориться и, собственно, эту башню построить, потому что это деяние было совершено не ради Бога, а ради того, чтобы доказать собственное величие. Ну, я к тому, что, по-моему... Что можно посмотреть на это с другой стороны, и окажется, что... Вообще собираться-то в целом хорошо. собираться нормально? Ну, вот я бы сейчас одна точно не хотела быть. Да, на самом деле, одно из каких-то суперпозитивных тоже вещей, которые происходят, это то, что куча моих друзей говорят, приходите все в гости, а давайте собираться вместе, а давайте просто что-нибудь поделаем, чтобы было поспокойнее, а давайте обсудим, что делать. И это начинает быть похоже немножко, конечно, на какой-то Советский Союз 80-х, где все ходили по квартирникам, но, с другой стороны, может быть, и в этом и было как бы спасение, оно породило огромное количество хорошей литературы, хорошей музыки, хороших мыслей. А главное, что в итоге привело к какому-то более свободному внутреннему обществу.